Приветствую вас, уважаемые зрители и подписчики канала FPV Mosc. Я рад представить вашему вниманию обзор на квадрокоптер Hapsan Zino 2. Присаживайтесь поудобнее, заварите чай или кофе, ну а мы начинаем. Спонсор данного видео – ваш лайк, подписка и развернутый комментарий под роликом. Ваша активность поможет продвинуть видео в топ. Спасибо вам. Zino 2 – топовая и свежая модель от компании Hapsan. Это третье поколение беспилотников линейки Zino. Модель пришла на смену своему предшественнику Hapsan Zino Pro. Zino 2 осталась почти в том же приятном складном дизайне, как и Hapsan H117S, однако она отличается многими интересными моментами. Обо всем по порядку. Камера. В Zino 2 установлен кроп-сенсор от Sony. Камера снимает отличное 4К видео с фреймрейтом 60 FPS. Разработчики установили полностью съемный подвес. Такая конструкция камеры может пригодиться для транспортировки, диагностики либо ремонта. Процессор Umbrella H22 сохраняет видео с битрейтом 100 Мбит в секунду. Приятным бонусом для пользователей со слабым ПК будет тот факт, что помимо оригинальных футажей, дрон пишет на карту готовый прокси-файл, который можно использовать для облегчения монтажа видео. Подробное видео про монтаж с использованием прокси есть у меня на канале, ссылку на ролик я оставлю в описании. Пройдемся более подробно по характеристикам камеры. Разрешение матрицы составляет 12 миллионов эффективных пикселей, угол обзора камеры 80 градусов, фокусное расстояние 24 мм или 48 мм в эквиваленте, диафрагма 2.2. Рабочий ISO в режиме видео от 100 до 3200. Помимо 4К разрешения, камера умеет кодировать видео 2.7К, Full HD и 720p. Максимальный фреймрейт 120 кадров в секунду доступен лишь в HD и Full HD режимах. Доступно два кодека для сохранения видео, стандартный H264 и MP4 AVC. Лично я советую снимать только в H264, то есть MP4. Пульт управления. Контроллер Zino 2 оснащен ЖК-дисплеем, на который транслируется телеметрия, например, расстояние полета, уровень заряда аккумулятора, GPS, высота полета. Экран яркий, при полетах в солнечный день информация видна отлично. Благодаря экрану можно будет летать без телефона. Порадовала и мощность передатчика. По заявлению производителя, пульт пробивает расстояние до 8 км. Видеолинк и управление реализовано по новому протоколу SEAS. Механизм стиков плавный и точный. Порадовало и качество подшипников. Внешне пульт напоминает контроллер от Mavic Pro, но он более массивен. В руках пульт лежит приятно, качество пластика на высоком уровне. Слева расположена кнопка спуска затвора и колесико наклона камеры. Справа кнопка записи видео и функциональная кнопка, миссию которой можно забиндить в приложении. На лицевой стороне расположились три кнопки. Кнопка RTH, кнопка включения и отключения пульта и переключатель режимов полета. Доступно три режима: Normal Mode, Sport Mode и Film Mode. Смартфон устанавливается снизу, аналогично пульту Mavic Pro. На верхней и тыльной стороне предусмотрена решетка для охлаждения начинки. Питается пульт от литий-полимерной батареи емкостью 3350 мАч. Батареи пульта хватает на 5 полноценных полетов. В целом я доволен качеством и дизайном пульта. Единственный минус – отсутствие колесика управления экспозицией и отсутствие переключателя с GPS на ATI. Дизайн. Внешним видом Zino 2 похож на H117S, разница между ними только в весе и передней части. Новинка имеет эргономичный и стильный дизайн, что делает ее удобным для хранения и транспортировки в сумке или рюкзаке. Корпус выполнен из прочного поликарбоната белого цвета. Стоит сразу отметить, что пластик собирает грязь, поэтому спиртовые салфетки с микрофиброй станут неотъемлемым аксессуаром. Сверху черная полоса с нанесенным логотипом бренда. Пропеллеры и камера тоже черного цвета, поэтому общая гамма смотрится очень сбалансированно и красиво. При желании можно дополнить дизайн наклейками. В настоящий момент их легко найти на китайских интернет-площадках. Лучи имеют подсветку. Передние лучи светят синим, а задние красным. На брюшке коптера под батарейным отсеком расположены два инфракрасных датчика и оптический датчик для стабилизации полета при плохом приеме GPS. В левой боковой части под пластмассовой защитой находится слот для карты памяти, сервисная кнопка и микро-USB разъем для подключения дрона к ПК. Каких-либо пассивных элементов охлаждения, как у FIMI X8 SE, на Hapsan нет. На боковых сторонах есть отверстия для циркуляции воздуха. При съемке в пасмурную погоду либо в снег лично я советую закрывать отверстия скотчем для предотвращения попадания воды в электронику. Над камеры есть черная пластмассовая панель. Исходя из этого, можно сделать вывод, что разработчики планировали внедрить систему обнаружения препятствий, но не реализовали ее. Аналогичная ситуация была и с FIMI X8 SE, где тоже планировалась система парктроников, но из-за сжатых сроков ее решили не внедрять. В целом дизайн Zino 2 довольно брутальный, лично мне он понравился. Транспортировочная сумка. В
В комплекте идет транспортировочная сумка довольно неплохого качества. В нее помещается тушка, пульт и дополнительные аксессуары. Нижний отсек можно кастомизировать на свой лад. Сбоку есть дополнительный кармашек, куда можно положить небольшие аксессуары, флешки, салфетки и прочие нужные вещи. Не обошлось и без минусов. Приходится постоянно откручивать стики пульта. Со стиками пульт не вмещается. Сумка — это приятный бонус, но я все же советую приобрести рюкзак, так как он более удобен. Батарея. Дрон питается от литий-полимерной батареи емкостью 3800 мАч. Рабочее напряжение батареи 15,2 вольта. Зарядка батареи занимает примерно 1,5 часа с 0 до 100%. Мощность батареи 58 Вт-час. Батареи хватает на 30 минут полета. Для полноценной комфортной съемки я советую приобрести 2 дополнительных аккумулятора и автомобильную вилку-инвертор для зарядки от автомобиля или 12-вольтового аккумулятора. 3 батареи – это самый оптимальный вариант. Полет и управление. Zino 2 довольно массивен, и это ощущается в полете. Есть стойкое ощущение пилотирования серьезного тяжелого аппарата. Максимальная скорость полета в спортивном режиме 20 метров в секунду. В нормальном режиме дрон разгоняется до 12 метров в секунду. В воздухе дрон ведет себя уверенно и держит точку стабильно, но лично я не советую летать на Zino 2 в замкнутых пространствах, так как иногда дрон плывет в рандомном направлении. В целом, в помещении дрон ведет себя неплохо, самое главное летать над четкой текстурой пола. Также не рекомендую летать над скоплением людей, так как Zino 2 ввиду своих габаритов и особенно мощности моторов может нанести тяжелые увечья и даже привести к летальному исходу. Поведение дрона ничем не отличается от Mavic Pro и Fimi X8 SE, но справедливости ради стоит отметить, что самый шустрый из них именно Fimi. Также нельзя не отметить довольно инертное управление на стоковых настройках, но к этому можно привыкнуть. NFISI зоны. Один из главных плюсов Zino 2 – это отсутствие запретных зон, по крайней мере на момент написания сценария. Вы можете летать везде, где захотите. Дрон спокойно залетает на территории аэропортов, военных баз и любых других объектов, на которые невозможно залететь на дронах компании DJI. Сразу стоит оговориться, что это не призыв к действию, а лишь факт. Летайте аккуратно и не нарушайте закон. Дальность полета. По заявлению разработчиков, дрон способен отдалиться от контроллера на 8 километров. Давайте проверим это. Температура воздуха при съемке теста была минус 2 градуса по Цельсию. Влажность воздуха составляла 84%. Стартовая точка взлета была на 270 метрах над уровнем поверхности. Zino 2 отдалился от контроллера на 7151 метр. Дальше лететь я не рискнул, но я более чем уверен, что он мог бы покорить 9 километров, так как связь с пультом была стабильная. Дрон благополучно долетел до точки взлета с запасом батареи 25%. Это отличный результат. Fimi X8 SE в тех же условиях отдалялся максимум на 4500 метров. При съемке на Zino 2 задержка видеолинка небольшая, такая же как у Mavic Pro и Fimi X8 SE. Но все же протокол Zino 2, на мой взгляд, гораздо более дальнобойный. В целом Zino 2 показал отличный результат. Лично я доволен тестом. Качество видео. Камера Zino 2 пишет отличное 4К видео с фреймрейтом 60 FPS. При хорошем освещении она выдает превосходную картинку. При минусовой температуре мыло и шумы не наблюдались. Ответственно могу заявить, камера снимает на порядок лучше Mavic Pro, Phantom 4 и Fimi X8 SE. Для профессиональных операторов предусмотрены ручные настройки экспозиции и баланса белого. Битрейт фиксирован 100 мегабит в секунду при 30 кадрах в секунду и при 60. Исходя из математического расчета, гораздо выгоднее снимать видео при 30 кадрах в секунду, так как в итоге мы получим лучшее качество видео. В каком фреймрейте снимать вам, решаете только вы. Приложение. X-Hubsan 2 – интуитивно понятное приложение. Стоит отметить, что оно довольно ресурсоемкое. Подключаемый смартфон должен быть из средней ценовой категории. Перейдем к интерфейсу. Внешним видом приложение напоминает DJI Fly. Пройдемся по каждому пункту. Карта, спидометр, высота и дальность относительно Home Point, галерея, кнопка включения видео, переключатель режима фото или видео, настройки камеры, ползунок наклона подвеса, автовзлет,
Интеллектуальные режимы. Заходим в настройки дрона. Тут можно выставить необходимую систему единиц, откалибровать компас, выставить высоту RTH и включить интеллектуальную посадку коптера. Переходим ко второй вкладке. По модели передатчика можно определить, какая у нас модель – Zino 2 или Zino 2 Plus. Две версии работают с разными протоколами. Как можно понять по названию, у меня обычная Zino 2. Также можно настроить джойстики и включить безопасный полет по GPS. Ниже пользователю доступна смена канала управления, а также активация FPV стрима для подключения внешнего дисплея или очков. Во вкладке подвеса можно тонко настроить его параметры, а также откалибровать его. В последней вкладке можно включить отображение координатов, а также выбрать предпочтительную карту. Переходим к настройкам камеры. Тут можно выставить необходимое разрешение и фреймрейт видео, настроить битрейт, выставить баланс белого, установить формат фото, активировать ночной режим и показ водяного знака на прокси файле. В самом низу можно выбрать формат видео MP4 или MOV. Во второй вкладке можно настроить экспозамер, выставить AE-Shift, настроить насыщенность, контрастность и резкость, активировать сетку, форматировать карту памяти и сбросить настройки камеры на заводские параметры. Минусы. Лично я нашел у данного коптера лишь несколько минусов, обо всем по порядку. Отсутствие колесика настройки экспозиции. Долгая подготовка к взлету. Резкий спуск при автопосадке. Рекомендую сажать дрон только в руку. Неустойчивость при слабом сигнале GPS. Неудобное расположение кнопки включения и отключения дрона. Нет возможности переключиться с режима NTSK на PAL. Соответственно, нам недоступен фреймрейт 25, 50 и 100 кадров в секунду. Кривой перевод приложения. Отсутствие горячей замены винтов. Инертное управление, к нему придется привыкнуть. Для объективности я изучил тему на форуме 4PDA, и вот с какими трудностями сталкивались форумчане. Унитазинг, дрожание подвеса, краши из-за отстрела пропеллера, проблемы с прошивкой. К моему огромному удивлению, 90% сообщений в теме флут и неполадки с коптером по своей вине. Ссылку на тему я оставлю в описании, при желании можете ознакомиться с ней. Выводы. Zino 2 – это отличная альтернатива квадрокоптерам компании DJI, ведь всего лишь за $480 мы получаем тот же функционал, что и на дронах более высокой ценовой категории. Все минусы данной модели компенсируются ее относительно небольшим ценником. Могу ли я советовать ее к покупке? Да, рекомендую. Советую покупать сетап с 3 аккумуляторами, а также автомобильным инвертором и рюкзаком. Предрекая вопросы про сравнение Хабсана с Fimi, хочется сказать следующее. Что Хабсан, что Fimi – это достойные модели и хорошая альтернатива DJI. Оба продукта обладают плюс-минус одинаковым функционалом, но лично мой выбор за Zino 2. Личная оценка. Моя личная оценка данной модели, учитывая ее цену и функционал, 7 баллов из 10. Благодарю вас за просмотр видео. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Жду вас в комментариях в уютной зоне общения. Не забудьте подписаться на телеграм-канал и беседу. Если у вас срочный вопрос, я всегда на связи и постараюсь помочь в решении проблемы. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, дорогие мои друзья.